Здравствуйте, товарищи. Нашу съемочную группу не пустили на завод. Или на фабрику, или на стройку. Примеров тому можно привести немало. Боялись, как бы мы не сняли критический материал. Раньше, когда мы в основном освещали положительные стороны жизни, такого не было. Нас пускали всюду. Положительные в нашей жизни, зримый опыт перестройки мы будем освещать и впредь. Но нет ничего хуже стоячей воды, когда она должна течь. Так и наше журналистское слово, когда оно попадает в водоворот хвалебных эпитетов, оно становится как бы дистиллированной водой, которой не умыться, не напиться. Так было, так и есть еще. Но сегодня интерес к прессе, в том числе к электронной, которую представляем мы, неизмеримо возрос, потому что больше правды стало в наших статьях и передачах. Кому-то это явно не нравится. И мы еще назовем сегодня некоторые конкретные имена. Кому именно? Как вы относитесь к публикациям в прессе, которые выявляют недостатки нашей жизни? Я не знаю. Не могу ответить. Один только такой нашелся человек. Вот остановимся на Московском бульваре у газетных стендов. Прочтем некоторые заголовки статей и заметок. Поймаем себя на том, что нам хочется читать дальше, как и этим людям. Это критика, которая направлена на улучшение нашей жизни, на ускорение перестройки, не всегда, как я думаю, доходит до министерства. Видно, еще какие-то люди есть, которые она не нравится. Как вы думаете, все ли недостатки нашей жизни отражаются в прессе? Нет, не все, конечно. Мы живем в период гласности, и должно быть больше информации не только о нашей внутренней жизни, но и о внешней где-то. Сейчас намного стало больше гласности в газетах. Раньше этого не было. Конечно, это зеркало нашей жизни, пресса. Всего лишь зеркало. Я хочу обратить ваше внимание на одно положение известной статьи в «Правде» от 5 апреля этого года. Цитирую. «Кое-кто готов все беды, все неприятности текущей жизни видеть в том, что газеты разболтались, судят обо всем, будоражат общественные мнения и так далее». Надо осознать, газетная полоса – это вторичное явление, первичное в самой жизни. Чтобы не читать о недостатках на газетной полосе, их не должно быть в жизни.